Всех приветствую на канале. В общем, столкнулся я с такой проблемой, что, в общем, импульсный блок питания мой стал шуметь. Вот так он выглядит. Так, включим. Кому интересно. Это получается на 12 вольт 3,2 ампера. У меня стоял усилитель для компьютера. Самодельно. Ну, и начал свистеть, ну, невозможно просто. Сейчас я продемонстрирую. Надеюсь, слышно этот свист на видео. Что же, соответственно, пока имеем. В общем, будьте предельно аккуратными. Здесь 220 и может хорошо тряхнуть. И даже привести к тяжелым последствиям. Поэтому будьте предельно аккуратными. В общем, что мы видим? Собственно говоря, ничего не вздулось, вроде бы ничего не это. Здесь вот есть такой синий конденсатор, керамический, скорее всего. Вот, когда я его задеваю ручкой, обязательно не металлической, не карандашом, а именно пластиковой ручкой, чтобы не ударило током, конечно. Вот чуть надавлю на него, ну просто прикасаюсь. Частота меняется. И звук усиливается. Вот эти трогаю, ничего не происходит. Этот маленький ничего. И вот этот резистор, что-то мне не нравится тоже. Когда... Тут непонятно. В общем, ладно, попробую поменять вот этот конденсатор синий. Сейчас выпаю я быстренько. И вернусь. Покажу, что за конденсатор там стоял. Продолжаем. В общем, за это время я успел себе порезать палец. Хотя по-быстрому конденсатор проверить не получилось. Так, в общем-то, с чего начать? Оторвал я такую вот наклейку с электролита сетевого. И он мне показался на ощупь такой вот припухший. Хотя еле-еле видно такой бугорок. Но сейчас... Тестируем его ESR метром. Как видим, у нас ESR 0,15 килоом. Емкость 270 микрофарад, хотя он 47 микрофарад. Емкость возросла. Вот это первый раз такое вижу, чтобы у конденсатора емкость увеличилась в 4 раза. И процент потерь 62%. Ну, короче, дохлый конденсатор. Елки-палки. Так. Что теперь делать? Теперь нужно настроить конденсаторы. У меня их нет. Просто-напросто. 400 вольт. По-моему, да, он идет. Так, сейчас погляжу. Что-то у нас такое вообще не чекон, блин. 450 вольт. 400 достаточно будет, не меньше. 250 вольт нельзя ставить. Потому что после выпрямления 220 вольт у нас там порядка 310. Так, что делать? Что делать? Надо тестовый кондер. 47. Блин, у меня есть только на 10 микрофарад 450 вольт, но это очень мало. Это очень мало. Есть такой здоровый на 220 микрофарад. Это много. Так, попробую на 10 запаять. Просто для проверки. Даже в отверстие не влезет. Придется у нас с этой стороны его заколхозить. Так. Сейчас припаяю кондер на 10 микрофарад. Просто для теста. Посмотрим, что будет у нас с шумом, со свистом. В общем, навесным монтажом так припаял на 10 микрофарад. Кондер на 10 ничего не рванет. Так, все. Загорелась лампочка, свиста нет. Короче, это все электролит входной, то есть, который по высоковольтной линии. В общем, надо приобрести будет на 47 микрофарад 450 вольт. Можно 400. То есть, такие есть электролиты. У меня в наличии, к сожалению, нет. Так, сейчас проверю еще пару блоков питания, посмотрю, свистят они или нет. Потому что у меня
Некоторые тоже свистели. Посмотрим сейчас. Продолжаем. В общем, такой блочок. Сколько там ампер? На 4,2 ампера 12 вольт. Тоже, как слышите, пищит. Тональность сама по себе меняется. Здесь вот есть конденсатор тоже синий. А вам не видно? Так. Когда задевая, шум снижается, но надо проверить электролит входной. Остальные детали просто не реагируют. Ладно, попробую сейчас выпаять. Так, надо обязательно дождаться, чтобы конденсаторы все разрядились, только после этого разбирать, иначе тоже может ударить током. Попробую сейчас снять плату, выпаять электролит, проверить, если что, поменяю тот керамический или какой-то там пленочный конденсатор. Так, на чем остановился, забыл уже. В общем, на камере села батарея, как всегда, не вовремя. В общем, проверил электролит, он нормальный. 100 микрофарад, там ESR низкий. Вот, и вот заменил вот этот синенький конденсатор 472 на 2 киловольта. 472 это 4,7 нанофарада, если я не ошибаюсь, да. Ну, поставил я на 10 нанофарад, у меня на 4,7 нету. Ну, ближайший номинал, который у меня был. Теперь включаю блок питания. Лампочка там загорелась. Никакого свиста вообще нет. Все, необходимо тоже будет купить такой конденсатор, поменять. Потому что причина может быть в разном, то есть как в электролите вот в предыдущем блоке питания, так и в керамике. Но, скорее всего, это керамика. Не знаю, посмотрим. Ну, может, пленочная. Кто разбирается, напишите маркировку. Такие синие конденсаторы, вот я их высыпал, здесь, которые выпаивал из монитора. Так что вот монитор, кстати, пригодился на запчасти. Сейчас попробую проверить еще один блок питания. Я тут уберу в сторону. Вот такой у меня еще есть маленький, он тоже свистит. Это что у нас? 12 вольт 2 ампера тоже свистит. Тоже свистит. И еще вот такой же у меня есть. На 4,2 ампера. Точно такой же, как предыдущий мы сейчас сделали. Так, не запутаться, вот такие платы. Сейчас еще вот это что проверим. Давайте прям при вас. Так, тут надо конденсатор заменить. Я его пока отпаивать не буду, чтобы потом не запутаться, что новое место нужно будет впаять. 472. Места, как всегда, на рабочем столе не хватает. Это обычная такая процедура для любителя, когда на рабочем столе не хватает места. Напишите, у кого хватает места в комментариях. Хотя у меня есть второй стол, там монитор стоит тоже. Тоже неудобно. Так, все правильно подключил, да. Включаю. Слышите? Свистит. Что ж, придется снова разбирать. Пока ставлю на паузу. Скрыл крышку от блока питания. В общем, ну, он аналогичный, как и предыдущий. Опять же, вот этот конденсатор, который между трансформатором и резистором. Чуть-чуть его касаюсь, вот. А вам-то не видно? Я касаюсь. Так, все навалено. Сейчас попробую подвинуться. Так, ребята, обязательно кому-то позвонить, когда что-то делаешь. Так, в общем, вот он, конденсатор. Пластмассовая ручка, опять же, метод ручки у нас. Так. Слышите?
Сильно вот так, да? То есть свистят не трансформаторы, не дроссель, а вот именно конденсатор. Ну, он аналогично, как в предыдущем, я его выпаивать в принципе не буду. Думаю, там такой же номинал, судя по размеру. Так что надо будет менять. В общем, взять конденсаторы и поменять. Пока паузу, перехожу к следующему блоку. В общем, у нас на очереди 24 вольта, 4,9 ампера. Ну, вообще мощный блок питания. Я его ремонтировал, кстати, менял электролиты. Здесь было вздутые электролиты. Ну и в тех я тоже менял, видео у меня есть на канале. С этим драйвером я тестировал светодиод мощность 100 Вт или 50 Вт. Кстати, он лежит, до сих пор никуда его не прикрутил, потому что так, радиатор для охлаждения гигантский, нам нужен с вентилятором. Вот так. Подключаем 220. Так, ребят, перед тем как провода прикручиваете, обязательно убедитесь, что вилка не подключена в сеть. Казалось бы, банальное требование техники безопасности, но если их не соблюдать, будут печальные последствия. Включаю. Прям ухом приложил, тишина. Золотых кондеров не видно так визуально. Все, этот блок отличный. Так. Прям следующее, но сразу буду. Это аналогичный. Опять же, вилку отключаем от сети 220. Так, включаем. Как-то даже задержка включается. Да, нет, тихо. Я даже к уху приложил, вообще просто мертвая тишина. Это отлично. Это просто замечательно. Так. И еще один такой же блок. Кстати, я хочу его применить. У меня есть такой борт, ну, плата, в общем, собранного усилителя класса А на транзисторах. Там, типа супер крутая схема из Китая. Там питание как раз таки 24 вольта. И кушает класса. Там ток покоя, по-моему, около 2 ампер, если я не ошибаюсь. Ну, максимально можно меньше выставить. Да, тишина. Отлично. То есть эти блоки питания у нас с ними все в порядке. Весят они, ребят, скажу нормально так. С полкило. Так, и у меня остался еще вот такой блок питания. Он пищит. Противно. Сразу скажу. Разберем его. Сейчас прям разберу. Да, через болтики еще бы попутать. Он, кстати, не вскрывался даже, да? Заглушка стоит, и все. Ну, я в Китае его заказывал. До светодиодной ленты он использовался. Так, винтик улетел. Это печально. Вот, когда винтики падают на пол, потом они бесследно исчезают. Ладно, потом найду. И, кстати, вот этот высокочастотный писк не все люди слышат. То есть он, получается, в диапазоне частот лежит там, оно выше там 10 кГц. 15, даже не знаю. И не все люди слышат. Кто-то может даже не услышать этот писк. Так, что нам мешает, не могу понять. Просто... вот. Так. Вот так он внутри выглядит. Тушка какая-то. Кривые. Эти транзисторы криво прикручены. Так. Здесь 33 микрофарада стоит
питания. Подключаем. Так, обязательно посмотреть. Да, 220 приключится. Ну, обычно вот крайним вот этим левым контактом смотреть на колодку прикручиваются сетевые провода. Я уже проверял, он пищит, но я еще не разбирал. Ну, на года 2. У меня еще там остались в другом городе. После приезда блоки, ну, я их не брал. Он не пищит, он так жужжит как-то. Очень приятно. Это он сильнее свистел. О. Опять конденсатор. Так, вам как всегда ничего не видно. В общем, здесь мелкий синий конденсатор тоже есть. Да, он гудит. Сейчас проверю в первую очередь сетевой электролит на соответствие емкости SR, а потом уже попробую заменить синенький кондер. Ребята, с этим маленьким блоком питания получилось следующее. Вроде бы кондер живой, но при этом заменил на 10 микрофарад. И гул пропал, жужжание вот это. И также вот этот 103 на 1 киловольт поставил большой. Там стоял такой микро вообще, который касался вот такого шума уже. Ну, если прислушаться только. Мне кажется, уже трансформатор гудит не очень хорошего качества, блок питания. Таким образом, здесь у нас такая двойная проблема была, как с электролитом, так и с керамикой. Сейчас нужно будет, в общем, найти конденсаторы, все это перепаять аккуратно, отключу на всякий случай, и собрать все это в корпус, заново включить, проверить. Сейчас напишу список деталей, которые мне нужны. Это у нас электролит 33400 вольт, потом высохший 47 450 вольт и керамика 472 2 киловольта. Ну, можно и на 1 киловольт ставить, не меньше 400 вольт. Так что как-то так. Потом покажу уже результат. Так, в общем, вот конденсатор для замены. Получается, так, 47 микрофарад на 400 вольт Jamicon. Не знаю, насколько они хороши, но других не было. Так, давайте просто замерим новый конденсатор, сколько он емкости. Тестируется. Что долго. Так, 44 микрофарад. Так, 0,73 Ом. Ну, так себе такой конденсатор, в общем-то. Даже не 47, чуть меньше. Так, второй. Ну, во всяком случае, это лучше, чем... Блин, в термопасте заморался уже где-то. Так. Тестер у нас хочет самодиагностику сделать, но это нам не надо. Так, второе тестируем. Так. Такой же 44-45. Нормально. Так, и вот еще такие есть. Я не знаю, что это. LZ
100 микрофарад, 400 вольт тоже. Такой низкий, в принципе. Фотоаппарат живет своей жизнью. Почему-то переключился на какой-то режим 240 кадров в секунду. Что-то остановил запись, я вообще не знаю. Ой, ладно, остановились мы сейчас 100 микрофарад тестируем. Так. Тут печально все. 85. Из заявленных 100. Нормально. Давайте второй ради интереса замерим. Ну, тоже пойдет. Ну, не 100. Отклонение у нас 15%. Довольно-таки большое. Вообще до 20% как бы более-менее нормально. Ну, тут тоже 85. Да, написано 100. Короче, производитель не очень, я так полагаю, этих конденсаторов. И вот такие конденсаторы 472 на 2 киловольта. То есть 4700 пикофарад или 4,7 нанофарада на 2 киловольта. Сейчас буду запаивать это все дело. Обратно вот здесь вот мы выпаяли как раз таки высоковольтный конденсатор. Сейчас буду обратно запаивать. Так, здесь у нас стоял 47. Ну-ка, вот такой войдет. Если ножки немного подогнуть, наверное, войдет. Но я все-таки поставлю вот этот конденсатор такого же номинала на 47. Копал, загрею паяльник, в общем, запаиваю. Так, запаял я вот. Так, паяльник скрипит. Да что ж такое. Так, запаял я электролит высоковольтный. Вот сюда. Померил по корпусу. По высоте войдет. Вот сюда вот маленький 2-амперник. Электролит не входит. Пришлось его вот так вот положить. Еще термоклеем так закрепить, чтобы он ничего не болтался. И вот этот керамический заменил на 103. Он здесь стоял 103. 10 нанофарад получается, да? Только там меньшего размера. Сейчас вот попробую включить. Он у меня как раз таки с кабелем питания 220. Надеюсь, ничего не бахнет. Железок всяких не было. Резиновый коврик вообще. И времени совсем нету. Так. Берем подальше все металлические предметы. Стоп. Ух ты. Слегка слышен гул. Небольшой. Но это ощущение, что уже задеваю конденсатор, все-таки он так, вот этот зелененький что-то мне не нравится. Я тут задеваю трансформатор. Гул увеличивается. Ну, в целом нормально. Это намного тише, чем было, как мне кажется. Посмотрю еще этот зелененький кондер, что он из себя представляет. И продолжим. Так, ребят, осталось вот здесь заменить вот этот кондер. Так, где он у меня? Ну вот этот 472. Так, сейчас паяльник разогрелся.
Тороплюсь, как всегда. Он сам отправился. Так, где у нас тут был? Вот видишь, я почистишь. Так, и теперь ставим. И теперь ставим вот этот новый конденсатор. Так. Ага. Ставим вот сюда. Так, немного флюса. Порепой. Что-то какой-то здесь припой родной. Вообще не очень. Чтобы очень. Так, все запаяли. Откусываем воду и все. Так, здесь мы заменили. Сейчас попробуем подключить. Так, питание у нас крайнее, вот эти левые. Это надо не перепутать, иначе будет весело, если он на 12-вольтовую линию 220 подойдет. Какой у него выходной диод будет. Так. Все подключил. Так, надеюсь, таких железок здесь под платой нет. Я так надеюсь. Так, включаем. Да, вот этого свиста такого нет. Еле-еле слышно. Все отлично. Этот блок тоже готов. И остался еще один такой же. С таким же конденсатором. Но я его еще не разбирал. Так, здесь неудобное крепление. Надо выкручивать, чтобы радиатор выкрутить. Наклейку дырявить. Не знаю, в общем-то, может, ее полностью не надо откручивать. Так. Ага, все. Радиатор не обязательно до конца откручивать. Так. Вот такой же конденсатор. Он здесь вот стоит. Сейчас его выпаю и запаяю новый. Запаял второй конденсатор керамический. В общем, пробуем. Так, и тут розетка. Оп. Горит зеленый индикатор у нас. И свиста нет. Все отлично. Так, все конденсаторы заменил. Что остается? Остается теперь это все собрать в корпус. Корпуса найти винтики. Самое главное. И еще раз проверить все, отмыть флюс. Ну, пока мне некогда. Сейчас вернусь и продолжу уже, когда собираю. Так, ребят, собираю в обратном последовательности блоки питания. Надо не забыть смазать термопастой мощные транзисторы. Вот здесь вот, где они крепятся, видно следы термопасты.
По такому случаю буду использовать КПТ-8. Смысла здесь каких-то дорогих термопаст нету, поэтому я думаю, вполне хватит. Все, главное все радиаторы смазать. Здесь вот вообще большие полигоны намазаны. Ну, ладно, размажем и закрутим в корпус. Потом продолжим. Что ж, давайте подведем итоги. В общем, удалось нам избавиться от такого свиста неприятного, 4 блоков питания. И как итог, то у нас вот электролит высохший на сколько там, 47 микрофарад, 450 вольт и 3 керамических конденсатора. Так что причиной такого писка может быть не только электролиты, но и керамика. Поэтому, ну, смотрите, тестируйте, разбирайтесь. Я думаю, все получится. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока.